Космические легенды Востока. Елена Ивановна Рерих, Николай Константинович Рерих. 7 великих тайн космоса. Тайна 6. Космические ступени жизни. Бросим взгляд за покрывало, скрывающее тайны жизни в проявленных мирах. Процесс созидания космической материи происходит в течение бесконечных веков. Когда эволюция материалов достаточно продвинулась, тогда из логоса начинает исходить вторая великая космическая волна. Она дает импульс эволюции жизни. Агни-йога. Иерархия. Вам встретятся люди, спешащие с достижениями. Им может казаться, что мы медлительны, но вы видите их под ночное небо. И покажите мерцание бесчисленных миров. Скажите, к этому творчеству ведет вас Владыка. Разве можно быть медленным в этом великом пути? Нужно готовиться быть сотворцами. Нужно сохранить и умножить зерна сознания, ибо весь мир держится мощью сознания. Нет силы противостоять сознанию, очищенному от самости. Можно приложить все священные силы сердца, чтобы, поправ смерть, сделаться сотворцами пламенных логосов. Что такое жизнь? Это энергия логоса, которая из материи всех 7 сфер строит формы для своего проявления. Это та сила, которая на некоторое время соединяет химические элементы, образуя из них живые организмы. Эти формы строятся из всевозможных комбинаций ранее созданной космической материи. В строительстве принимают участие бесчисленные сонмы сущностей, именуемых строителями, в том числе так называемые духи природы. Агни-йога. Мир огненный. Часть 3. Дух и материя объединены в пространстве. Объединяясь, они начинают свое существование в их сфере зарождения. В этом единстве творятся формы сущего и проходят свои круги усовершенствования. Объединившись с материей, дух может освободиться лишь путем усовершенствования, ибо с момента осознания освобождения утверждается отрыв. В космической лаборатории эти два принципа – объединение и освобождение – основы творчества. Когда мы говорим о духе и материи, мы должны иметь в виду высшее значение материи. Дух, проявляясь в материи, должен устремляться к высшим функциям вместе с материей. Материя, устремляясь к творчеству, и дает формы и жизнь. Агни-йога. Мир огненный. Каждая форма существует лишь до тех пор, пока жизнь логоса удерживает материю в этой форме. Теперь впервые возникают явления рождения и роста, увядания и смерти. Организм рождается, потому что жизнь логоса стремится совершить определенную эволюционную работу в нем. Он растет по мере того, как эта работа идет к своему завершению. Он проявляет признаки упадка, когда логос медленно извлекает жизнь из него, ибо жизнь выросла настолько, насколько это было возможно в данном организме. Последний умирает, когда логос извлекает из него всю жизнь. Агни-йога. Знаки. При каждом химическом опыте бывает счастливая реакция, после которой начинается разложение вещества. Это момент созидательной удачи. Также постоянно будет со всеми эволюционными действиями. Люди обычно не понимают момента удачи. Им кажется, что строение должно подниматься без конца, вне всяких строительных законов. Агни-йога. Беспредельность. Эволюция всего сущего неотделима от эволюции каждого духа, как одна спираль в вечном движении. Материальность не движет эволюцией. Нет бесконечного покоя. Основа всего – спираль.
То, что нам представляется смертью организма, есть не что иное, как удаление из него жизни. В течение некоторого времени эта жизнь будет существовать вне низшей материи, в соединении со сверхфизической, более тонкой. Когда жизнь покидает организм и последний умирает, опыт, добытый ею при его посредстве, сохраняется. Этот опыт в виде новых навыков переплавляется в новые созидательные способности, которые обнаружатся при последующих усилиях жизни создать новый организм. Агни-йога. Беспредельность. Часть 1. Подумали ли о духе будущих планет? Возможно ли, чтобы с вас началось и с вами кончилось? Кончается ли любой процесс? Цепь миров бесконечна. Там, где одна планета рассыпается, там другая зарождается. Там, где скептики говорят «конец», мы говорим «начало». Все живет и все порождает. Пространство несет ваши порождения. Иллюзий не существует. Действительность гораздо шире видимого мира. Хотя растение умирает, жизнь, которая его оживотворяла и побуждала реагировать на воздействие окружающего, не погибает. Когда роза вянет, мы знаем, что из нее ничего не пропадает. Каждая частица ее материи продолжает существовать, ибо материя не может уничтожиться. То же происходит и с жизнью, которая создает розу из химических элементов. Она временно отступает, чтобы затем вновь проявиться и построить новую розу. Опыт, который она приобрела относительно лучей солнца, бурь и борьбы за существование в первой розе, используется ею для построения другой. Новая роза будет лучше приспособлена к жизни и к распространению своего вида. В природе не существует того, что называется смертью, если под смертью понимать растворение в небытии. Жизнь на время удаляется в свою сверхфизическую среду, сохраняя в виде новых способностей творчества результаты опыта, через который она прошла. Формы, которые возникают и погибают одна за другой, представляют из себя как бы двери, через которые жизнь то проявляется, то исчезает со сцены эволюции. Ни одна доля опыта не теряется, так же как не теряется ни единая частица материи. Сверх того, эта жизнь эволюционирует. Ее эволюция происходит посредством формы. Жизнь подлежит эволюции. Это значит, что она становится постепенно все более сложной в своих проявлениях. Жизнь, по мере развития, проходит через различные ступени. Она образует последовательно 7 царств природы. Сперва 3 элементарных, затем минеральное, растительное, животное и, наконец, человеческое. Эти 7 стадий эволюции жизни, начиная от первого, элементарного царства, до человеческого, называются жизненной волной. Таким образом, жизнь существует не только в человеческом, животном и растительном царствах, но и в кажущейся мертвой материи минералов, и в организмах невидимой материи, ниже минералов и выше человека. Но и человечество не является последней ступенью эволюции жизни. Ее развитие идет дальше. Агни-йога. Знаки. Нужно каждое движение сознания устремлять к потоку эволюции. Поток не повторяет ни одной волны. Все несет нас к завершению плана жизни, как зерна посева, как стрелы света. Кто летит с волною, тот может мыслить о дальних мирах. В мирах огненном и тонком первые 3 ступени жизни Логоса называются элементальной эссенцией. В течение долгого периода времени, называемого цепью, она прежде всего проявляется в высших подпланах мира огненного и называется первой элементальной эссенцией. Когда наступает конец цепи, она возвращается к своему источнику,
логосу, от которого вновь исходит в начале новой цепи для одушевления низших подпланов мира огненного. В этой стадии она называется второй элементальной эссенцией, и тогда она начинает работу второй цепи, сохраняя в себе все переживания первой цепи в виде наклонностей и способностей. В следующей цепи она становится третьей элементальной эссенцией и одушевляет материю мира тонкого. Агни-йога. Беспредельность. Часть 1. Космическое дыхание матери мира всепроникающее. Истинно, все им проникнуто. Жизнь от малейших былинок до неисчислимых величин движется и дышит этим дыханием. Как же не осознать силу, движущую Вселенной? Вникните в ритм космической энергии и поймите ритм эволюции. Комбинация материи мира огненного и тонкого имеет целью вызвать в материи этих миров пластичность, способность облекаться в организованную форму, дабы действовать как единицы и постепенно развивать в себе все большую устойчивость в материалах, формирующихся в определенные организмы. Элементальная эссенция отливается в разнообразные формы, существование которых длится некоторое время, после чего они распадаются на составные части. Агни-йога. Мир огненный. Часть 1. К чему устремимся? К конечному или беспредельному? Краткосрочное земное пребывание. Срочные миры тонкий и мысленный. Но вне сроков мир огненный. Значит, к нему и следует стремиться. В мирах срочных добывается доспех огненный. Мир земной как тупик пути. Или восхождение, или разрушение. Даже мир тонкий не удовлетворит устремленный дух. Все прочие жизни – лишь приготовление к всеобъемлемости мира огненного. Именно нирвана есть огненное восхождение. Продолжая спускаться в материю, жизнь логоса, одушевляющая тонкую материю, одушевляет затем материю плотную, физическую. Первым действием этого нового одушевления является способность химических элементов различно соединяться друг с другом. Во время первой великой космической волны действием логоса были сотворены водород и кислород. Но лишь с появлением второй космической волны два атома водорода могут соединиться с одним атомом кислорода, чтобы образовать воду. Так под воздействием логоса возникает физическая материя. Под его руководством появляется минеральное царство, готовое построить плотную землю. Излитая жизнь логоса, достигнув физического мира, начинает стягивать эфирные частицы и соединять их в эфирные формы, внутри которых движутся жизненные токи. В эти формы вносятся построения из более плотного материала, служащее основой для первых минералов. Следуя законам ритма и красоты, материя начинает кристаллизоваться с математической точностью. Работа жизни происходит через посредство физических форм, согласно великому плану. В этой кажущейся неподвижности материи все время работает логос. В минералах идет работа жизни, хотя и стесненная, замкнутая и сдавленная. Первое царство жизни – 3 ступени элементальной эссенции, проявляющиеся в мирах огненном и тонком. Есть инволюция жизни. Она опускается из более тонких сфер духа материи в более плотные. Минеральное царство есть самая низшая, поворотная ступень. Здесь жизнь проявляется минимально. Она почти незаметна. От этой ступени начинается уже эволюция жизни в точном смысле этого слова. После своего наиболее глубокого погружения в материю минеральных царств, жизнь логоса поднимается в следующее великое царство жизни – растительное. В начале этой стадии вещества Земли развивает новую способность становиться оболочками жизни,
которую могут видеть наши глаза. Химические элементы соединяются в группы, и среди них появляется новая ступень жизни, которая строит из них протоплазму. Под руководством логоса протоплазма преображается и становится с течением времени растительным царством. Когда некоторые из представителей минерального царства достигают достаточной устойчивости формы, развивающаяся жизнь начинает вырабатывать в растительном царстве большую пластичность формы, соединяя это новое свойство пластичности с ранее приобретенной устойчивостью. Оба эти свойства получают еще более гармоничное выражение в царстве животном и достигают своей высшей точки равновесия и гармонии в человеке. После долгих переживаний, вырастая и медленно развиваясь в течение целой цепи, растительное царство появляется в следующей цепи как царство животное. В свое время из животного царства выделяются высшие животные, способные к индивидуализации. Когда построена животная групповая душа, и когда какое-либо животное готово для индивидуализации, тогда начинается действие самого себя, монады, для создания индивидуальности. Человеческая душа, созданная по образу Божьему, начинает тогда свою эволюцию, цель которой – раскрыть божество в себе, в своих собратьях-людях и во всей жизни природы, окружающей его. Жизнь начинает строить индивидуальность, способную мыслить и любить, способную на самопожертвование и подвиг. Так повествует легенда о шестой тайне космоса, о ступенях непрекращающейся жизни. Наша планета, как и всякая другая, состоит из 3 миров. Первый из них – это физическая часть планеты, наш земной шар. Он называется миром плотным. Второй мир – это тонкая часть планеты, мир чувств, желаний, эмоций. Этот мир называется миром тонким. И третий мир – это мир мысли. Он называется миром огненным. Все 3 мира совмещаются концентрически один в другом, образуя сложное тело планеты. Таким образом, наша планета Земля состоит из плотной физической материи, проникнутой сферами тонкой и огненной материи. Все виды материи проникают друг в друга. Тонкая сфера не только распространяется над поверхностью Земли на многие километры, но и проникает в земной слой. Точно так же и сфера огненной материи пронизывает как тонкий мир, так и плотную Землю. Все 3 сферы планеты, все 3 мира ее населены. Живущие в одном мире не видят других миров и не ощущают их. Но они переходят из одного мира в другой. Умирая в одном, они нарождаются в другом. Как мы уже знаем, на нашей планете существует 7 ступеней космической жизни. 3 элементальных царства, живущих в мирах огненном и тонком, которые представляют собой ступени жизни инволюционирующей. Минеральное царство плотного мира является поворотным пунктом. А следующее царство – это ступени эволюционирующей жизни. Растительное царство живет в плотном мире, своей физической формой в низших подразделениях его, физических, а своими ощущениями в высших, эфирных. Животное царство, кроме того, своими чувствами и желаниями участвует еще и в тонком мире. Наконец, человечество своим мышлением живет, кроме того, еще и в огненном мире. Оно участвует в жизни 3 миров. Что представляет собой самая высшая ступень космической жизни на планете человечества? Это определенное количество, несколько десятков миллиардов жизнеединиц, проявляющихся в человеческих формах. Эти жизни проходят свою эволюцию путем многочисленных воплощений в плотном мире планеты.
В промежутках между проявлениями в плотном мире они пребывают в тонком и огненном мирах. Эти проявления повторяются столько раз, сколько требуется для полного развития сознания каждой человеческой жизни. От животного сознания в начале пути до божественного в конце его. Когда каждая ступень космической жизни заканчивает свою эволюцию и приходит время ей переходить в следующую, высшую ступень, а по плану эволюции такое время приходит для всех ступеней одновременно, тогда все ступени жизни, находившиеся на одной планете, переходят на другую. Таков космический закон. Это значит, что когда земное человечество, а вместе с ним и другие царства, завершит текущий этап развития, тогда все ступени жизни оставят Землю и перейдут на следующую планету, предназначенную планом Логоса для дальнейшей эволюции. На той другой планете наше теперешнее человечество будет проходить следующую стадию своего развития – сверхчеловеческую. За неимением другого названия назовем ее божественной. Наше теперешнее животное царство начнет человеческую стадию эволюции, а растительное – животную. Это также значит, что те жизни, которые сейчас составляют наше теперешнее человечество, проходили свою дочеловеческую, то есть животную ступень не на Земле, а на другой планете. Этой другой планетой была Луна, до начала развития планеты Земля.